Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Нечто тихо, но мощно только что произошло. Без шума, без хаоса, но с таким значением, которое мгновенно изменило атмосферу для поклонников по всему миру. Сначала это не выглядело как громкий заголовок. Не было драматичных объявлений, внезапного камбэка или масштабной промо-кампании. И все же уже через несколько минут многие фанаты почувствовали одно и то же. Этот момент был иным. Потому что если присмотреться внимательнее, то, что только что произошло с Ким Тэ-хёном, нельзя назвать обычным. Теперь давайте на мгновение замедлимся и разберемся, почему этот момент важен. Несколько минут назад начала распространяться официальная информация, указывающая на нечто беспрецедентное. Тэ-хён теперь достиг уровня признания, который делает его участником BTS с наибольшим количеством наград. Не через шум, а через последовательность, не за счет постоянной видимости, благодаря долговременному воздействию. Это не результат одного вирусного момента, это устойчивая закономерность. За последний год творчество Тэ-хёна, особенно у Winter Ahead, продолжало получать признание задолго после релиза. Эта песня не опиралась на тренды или кратковременный хайп. Напротив, она осталась, она нашла отклик. И шаг за шагом она собрала нечто гораздо более сильное, чем просто цифры – доверие и уважение. Фанаты довольно быстро заметили нечто необычное. Награды начали накапливаться, тихо и стабильно на разных платформах и рейтингах. Титулы MVP, признание лучшей песни, награды конца года. Одна за другой они складывались в веху, о которой никто не спешил громко заявлять, пока она не стала неоспоримой. И именно здесь многие зрители остановились и пересмотрели поступающие обновления, потому что Тэ-хён достиг всего этого без активного промо-цикла, без постоянных выступлений, без массированной медийной ротации. Только музыка, делающая то, что она и должна делать – соединять. Время от времени фанаты замечали что-то новое. Речь уже была не просто о трофеях, речь шла о долговечности. Многие артисты ярко вспыхивают на мгновение, лишь немногие остаются ощутимыми даже в тишине. Подход Тэ-хёна с самого начала был сдержанным, позволять своим работам говорить первыми, и теперь эта тихая стратегия привела к историческому результату, признанию, которое пришло не сразу, а честно и постепенно. Реакция фанатов отразила это осознание. Вместо одного лишь удивления появилась гордость, вместо хаоса – эмоция. Многие описывали это чувство как заслуженное. И это важно, потому что такие достижения не только возвышают артиста, они переосмысляют само понятие успеха. Путь Тэ-хёна показывает, что влияние не всегда требует постоянной видимости. Иногда достаточно терпения и подлинности. Когда больше людей оглядываются на его хронологию, закономерность становится очевидной. Каждый проект добавлял вес, каждое появление оставляло след, каждое признание вело к этому моменту. И именно поэтому останавливаться сейчас кажется преждевременным, потому что главный вопрос не в том, как это произошло, а в том, что все это значит дальше, для BTS, для сольного творчества и для того, как глобальная аудитория признает влияние, выходящее за рамки чартов. Этот момент не потряс индустрию, он тихо переписал ожидания. И к тому времени, когда многие осознали, что произошло, эта веха уже была установлена. Это не конец истории, это контрольная точка, подтверждение того, что фанаты чувствовали уже давно. Влияние Ким Тэ-хёна не спешит, оно остается, и именно поэтому этот момент так значим. Что делает этот момент еще более интересным, так это то, как все произошло естественно. Не было обратного отсчета, не было ожиданий рекордов, и все же фанаты в разных регионах почти одновременно пришли к одному выводу – формируется что-то редкое, потому что когда признание продолжает приходить даже в более спокойные периоды, это говорит о чем-то более глубоком, чем просто импульс, это говорит о релевантности. Творчество Тэ-хёна никогда не зависело от повсеместного присутствия. Напротив, его музыка живет в плейлистах, в ночных прослушиваниях и в пространствах, где музыка не торопится. Такое присутствие не исчезает, когда промо замедляется, оно остается. И именно это мы сейчас наблюдаем.
Каждая награда добавляет новый слой к нарративу, который строился годами. Не нарративу погони за успехом, а очищение идентичности. Тэхьон последовательно выбирал выражение вместо избыточности, тон вместо громкости и смысл вместо скорости. Для многих фанатов это осознание приходило постепенно, а затем сразу. Комментарии менялись от удивления к размышлению, от восторга к благодарности, от «это неожиданно» до «это логично». И этот сдвиг важен, потому что показывает, что влияние Тэхьона движимо не реакцией, а связью. Его музыка не требует внимания, оно заслуживает его. Эта веха также переосмысляет то, как сольные достижения воспринимаются в наследии группы. Вместо создания дистанции они добавляют глубину. Они показывают, как индивидуальность может усиливать коллективную историю, а не конкурировать с ней. Каждое достижение здесь чувствуется накопительным, а не отдельным. И именно поэтому отстраняться сейчас значит упустить общую картину. Этот момент не о сравнении, а об эволюции, об артисте, достигшем точки, где признание приходит естественно, без спешки, где влияние сохраняется даже между релизами, где присутствие ощущается даже в тишине. И для фанатов, которые наблюдают это в реальном времени, существует общее понимание. Такие моменты не нуждаются в преувеличении, они говорят сами за себя. Потому что когда история происходит тихо, она, как правило, живет дольше. И эта глава явно еще далека не завершена. То, что остается после таких моментов, это ощущение ясности. Нет путаницы в том, почему это произошло. Нет необходимости излишне анализировать каждый шаг. Когда творчество артиста продолжает получать признание со временем, это отражает нечто стабильное – интенцию. Путь Тэхьона показывает, что рост не всегда объявляет о себе громко. Иногда он проявляется через последовательность, через доверие, выстроенное песня за песней, год за годом. И для зрителей, которые дошли до этого момента, послание становится неоспоримым. Это не внезапная вершина, это подтверждение, напоминание о том, что влияние, основанное на искренности, не исчезает, когда софиты смещаются. И именно эта спокойная уверенность делает этот момент по-настоящему устойчивым. Когда эта глава начинает занимать свое место, одно становится очевидным. Моменты, сформированные терпением и целью, не исчезают быстро. Они остаются, мягко направляя то, что придет дальше, с тихой уверенностью. И, возможно, это самая важная часть всего. Не количество наград, не цифры, графики или сравнения, а ощущение, которое остается после того, как ты понимаешь, что на самом деле только что произошло. Существует особая тишина, возникающая, когда достижение кажется настолько точным, настолько заслуженным, что не требует громкого аплодисментов. Такие моменты не просят признания, они просто есть и постепенно укореняются. Ким Тэхьон не строил свой путь в спешке, он не бежал за вниманием и не заставлял мир постоянно оглядываться. Вместо этого он выбрал идти в собственном ритме, позволяя своему творчеству расти, дышать и находить дорогу к слушателю. И теперь мы видим результат этого выбора не как громкую неожиданность, а как тихое подтверждение. То, что мы наблюдаем сегодня, это доказательство того, что искренность обладает выносливостью, что музыка, созданная с намерением, продолжает жить даже тогда, когда свет софитов тускнеет, что присутствие не всегда должно быть видимым, чтобы быть ощутимым. В паузах, в тишине, в редко освещаемых пространствах влияние только усиливается. И для фанатов этот момент приносит особое чувство. Не просто гордость, а спокойствие. Не просто удивление, а уверенность. Потому что это не внезапный случай. Это результат времени, последовательности и доверия, выстроенного медленно. Это чувствуется как момент, когда то, во что мы давно верили, наконец обрело форму. Возможно, именно это делает путь Тэхьона таким значимым. Он показывает, что быть релевантным не значит быть везде, что тишина не равна исчезновению, а что подлинное влияние часто растет беззвучно. Каждая оставленная им работа становится частью большей истории. Истории об идентичности, о смелости выбирать смысл и о терпении выжидать правильного момента. И когда эта глава спокойно закрывается, становится ясно одно – это не финишная черта, это пауза, точка, в которой мы можем оглянуться назад и понять, как далеко уже зашли, а одновременно посмотреть вперед с доверием, потому что все, что придет дальше, придет тем же образом, честно, медленно и осознанно.
Спасибо, что нашли время досмотреть эту историю до конца. Если этот момент показался значимым и для вас, сохраните это чувство, потому что такие истории не всегда приходят громко, но когда приходят, они остаются надолго. И мы будем здесь, продолжая наблюдать каждую главу, одну за другой.